Всем привет! Давненько не было от меня видео, но это исключительно потому, что я уже 3 месяца как дорабатываю под себя своего ассистента, своего AI-ассистента, который реально умеет все то, что мне нужно и в жизни, и в бизнесе, там, в любых повседневных делах. Это супер помощник, который очень круто работает, который реально приносит пользу. Это не те вещи, которые зачастую можно встретить на Ютубе, да, это не те автоматизации, которые, в принципе, основная их часть скопирована друг у друга и не приносит никакой реальной пользы. Здесь я исходил от себя, так скажем, да, то есть я делал его исключительно для себя и под себя. Буду в этом видео вам рассказывать, что он может. Может быть, видео немножко затянется. Объяснять я буду на простом языке, потому что не все люди, которые могут посмотреть данное видео, разбираются в технологиях и, в принципе, да, вот в этой всей системе автоматизации, LLM, там, чат-ботов и так далее. Вот, соответственно, буду не спеша рассказывать обо всем, что умеет мой реально крутой ассистент. Погнали! Давайте еще для тех, кто не совсем в теме, для тех, кто не сильно разбирается, у нас есть искусственный интеллект, да, то есть это большие там языковые модели, то есть этот, ну, допустим, чат GPT. Вот. Есть определенные программы, которые позволяют автоматизировать какие-то сервисы, какие-то программы, соединять их между собой и получать определенный результат. Так вот, в эти же программы можно подключать большие языковые модели, так скажем, да, то есть этот искусственный интеллект. И он будет управлять взаимодействием вот этих вот как раз всех инструментов, и пользоваться этими инструментами и выдавать нам ответ. Вот. Но если по-простому, это так. Вот. n8n у меня находится на сервере, и я за него ничего не плачу. Да? То есть работа данного сервиса для меня происходит за 0 рублей. Но, опять же, я плачу за сервер Google. Далее, вот эта вся работа моего ассистента взаимодействует со мной через Telegram-бот. Да, вот он у нас Sprout. Это обычный Telegram-бот, к которому подключена вот эта вся система. Вот, то есть он по API соединен с n8n и получает от меня запросы и, соответственно, дает мне ответы. То есть мы все это видим, всю свою переписку я вижу в этом чате. Я с ним переписываюсь, отсылаю ему файлы, голосовые сообщения исключительно через мессенджер Telegram. Это очень удобно, быстро и очень просто. Вот. Что касаемо автоматизации. У моего спрута есть входные ноды, то есть как он получает информацию. У него есть голова, да, то есть это куда подключен LLM. Вот она, LLM у нас OpenAI GPT-4.1 mini. Почему именно она и исключительно она, то есть вот прямо вот никакая другая кроме нее не подходит. Почему, расскажу чуть позже, дальше в видео. У спрута есть дополнительные ноды, мозги, которые он использует для того, чтобы разделять мои запросы, если он какой-то обширный запрос, либо их несколько, делать из них, так скажем, план ответа и, используя мозги, мне отвечать. У спрута есть база данных, есть база данных с инструкциями, о которых я также расскажу чуть позже. Ну и у спрута есть выходные данные, то есть каким образом он мне этот ответ должен прислать. Там, голосом, голосовым сообщением, текстом, либо просто записать куда-то в таблицу, да, то есть что-то, либо файлом сохранить в Google диске. То есть все, то есть здесь вот с правой стороны. Тут, наверное, останавливаться пока не будем, более подробно расскажу чуть позже. Можно заметить, что с момента первого выхода моего ролика он очень сильно изменился в плане вот такой вот громоздкости, да, то есть он стал такой большой, широкий, мощный, для кого-то непонятный.
Здесь очень много всего появилось нового, чего я вам и продемонстрирую в этом ролике. Итак, начнем с простого. Ну, из главного, наверное, да, чем мой спрут отличается от других каких-то агентов, ассистентов, которых клепают в глобальной сети, да, и выкладывают на YouTube. Это реально мультиагентная система, и мой спрут, то он реально является оркестратором, так скажем, и отвечает на вопросы не только сам, но и с помощью своих агентов. Вот, то есть моя вот эта мультиагентная система и называется мультиагентной, потому что у моего основного ассистента спрута есть свои помощники. Он пользуется помощью своих агентов. То есть это, грубо говоря, его персонал, к которому может обратиться за любым вопросом, связанных с кайзен, планирование, советник, также какие-то вопросы по бизнесу, тоже планирование, психолог, астролог даже есть, доктор семейный, кинолог для моей собаки, маркетолог со всеми, так скажем, маркетинговыми делами, связанными с конкретным бизнесом, РОП, руководитель отдела продаж и бизнес-тренер в одном лице, промпт-мастер — это крутой агент, который делает классные промпты под любой запрос, финансист, ну, понятно, с финансами, и Керуи — это тот агент, который мне помогает продавать вот сзади меня техника. Далее у моего спрута есть возможность пользоваться инструментами. Это заметки, обычная Google таблица, это календарь, это Google календарь, в котором, опять же, как инструмент мой спрут использует его и добавляет необходимые мне события в этом календаре. Контакты, тоже бизнес-табличка с контактами, e-mail, может отправлять e-mailы, Perplexity, нода, в которую может обратиться ассистент в этот инструмент и посмотреть какие-то данные в интернете, либо провести какой-то запрос с ссылками на источники. Flux — это инструмент, который делает изображение, автопостинг, Telegram, понятно. Тевели также выход в интернет для каких-то простых запросов. Калькулятор, память, Google Translate — это переводчик. Здесь у меня две ноды Телеграма. То есть, если бы у меня была какая-то команда, да, так скажем, которая в моем бизнесе участвовала, мы бы ее расширили, добавили бы каждого участника, и мой ассистент способен отправлять каждому, кому я захочу, либо сразу же всем как команде, какие-то сообщения, которые я, так скажем, выберу для отправки. Вот. И Todoist — это планировщик дел. Он способен как самостоятельно добавлять дела, так и через планировщика Kaizen, который, в свою очередь, более эффективен. Что касается мультиагентности, наверное, понятно, да? То есть это способность моего ассистента делегировать какие-то вопросы либо по моей просьбе, когда я говорю «отправь тому-то агенту, получи результат», либо он самостоятельно, если я ему не говорю, он самостоятельно определит, какому агенту отправить мой запрос по смыслу. Так, давайте вторым пунктом я укажу очень важную вещь, которая появилась у меня относительно старой версии моего спрута. Это векторная память. То есть это база данных Supabase, в которой у нас хранится все, то есть все взаимодействие с нашим спрутом у нас хранится в этой базе в векторном виде. То есть все сообщения, все какие-то мои запросы, все общение с агентами, вот, все хранится в этой базе. Называется она вот у меня так, документ. В документе, конкретно в этой папке, хранится информация только о диалогах. Диалогах со мной. То есть спрут обращается в эту базу данных и ищет по семантике, то есть он ищет по смыслу все необходимые данные, да, то есть из нашего с ним предыдущего общения. То есть это очень удобно. То есть у него есть уже при ответе огромный контекст диалогов со мной, да, информации, который он применяет при ответах мне. Вот, тем самым он, вот, ну, как живой человек, у него есть своя память, и ответ мне получается более, так скажем, персонализированный.
Вот, это очень круто работает, это реально создает впечатление, что ты общаешься с сотрудником со своим, да, то есть это, ну, очень круто. Также точно такие же базы данных есть у всех моих агентов. Ну вот если взять, допустим, того же Kaizen, вот, то есть он записывает также входящие сообщения и исходящие сообщения, да, то есть каждый мой ассистент, агент, точнее, моего ассистента, также имеет эту память и доступ к этой памяти при ответах. Можно здесь увидеть вот сколько табличек, да, то есть у каждого агента, который дает ответы и способен сохранить эти ответы для того, чтобы использовать мне в дальнейшем при моих запросах, он оборудован такой вот базой. Да, как это все работает, мы обсудим и покажу вам чуть позже. Так, давайте следующим пунктом я назову персонализацию, да, персонализированность во всем. То есть, как раз исходя из того, что наш ассистент обладает памятью, соответственно, он знает информацию обо мне. То есть он очень, так скажем, персонализирован, да, то есть он понимает меня, понимает, что мне нужно, понимает, знает мои все данные необходимые, которые ему необходимо знать. Он, вот на примере, допустим, агента доктора, да, вот давайте вот здесь самая понятная, наверное, будет система. Вот, то есть доктор знает информацию обо мне. Вот, у него в промпте заведена вся информация о здоровье моей семьи и так далее, да, то есть все у него есть в промпте. То есть это там, начиная от группы крови, рост, вес и так далее, заканчивая перенесенными заболеваниями, какими-то там операциями, там, склонностями к аллергии и т.п. Вся информация обо мне и о каждом члене моей семьи в этом агенте имеется. И, соответственно, когда к нему попадает какой-то запрос, он уже дает мне ответ, исходя из моего запроса, исходя из своего промпта, где написаны определенные данные, как он должен отвечать, исходя из базы нашей, да, занесенной в промпт физиологии, там, да, болезням и так далее. То есть и заодно он подключается к Supabase базе данных и смотрит, допустим, какие-то предыдущие вопросы, связанные со здоровьем. И на основании этого всего в комплексе, да, он готовит очень крутой персонализированный ответ. То есть вот эта персонализация, я считаю, прям must have, то есть это очень круто. Вот такое должно быть у всех. Но, к сожалению, то, что сейчас имеются какие на рынке, так скажем, ассистенты и агенты, это далеко не так хорошо работает. И я считаю, что без вот такой базы знаний о конкретном человеке, либо о конкретном бизнесе, то есть это также персонализируется под бизнес, если вы, допустим, тому же маркетологу, как у меня в агенте есть, у него полная таблица маркетинговая о конкретном бизнесе, да, то есть он ей пользуется при ответах. То есть если этого нет, то все вот эти автоматизации, я считаю, ну, они бессмысленные. Это то же самое, что можно просто пользоваться там чатом GPT и получать от него вот эти вот сухие общие ответы. Вот, то есть то, что происходит в моей автоматизации, меня полностью устраивает. Все ответы я получаю, исходя из необходимых данных, исходя из, так скажем, контекста. Вот контекст очень важен. Вообще, в принципе, контекст для LLM-ки это очень важно. Чем больше информации у него будет на входе, тем круче эта информация будет на выходе. Вот, как есть такое, да, выражение, то если кто-то не умеет пользоваться там, тем же самым чатом GPT, значит, пишет непонятный запрос, он и получает, так скажем, дерьмовый ответ, да, то есть дерьмо на входе, дерьмо на выходе. Вот. Вот это значит, что касаемо персонализации. Следующая фишка моего ассистента – это всеядность. Что это такое? Ранее у нас все
автоматизации, которые были на рынке, там, или кто для себя делал, или для клиентов, в основном были текст, да, посылаешь боту текст, получаешь в ответ текст. Потом начали добавлять возможность общаться с ним голосовыми сообщениями. Я пошел немножко путем посложнее. У меня он может, вот здесь вот видно, принимать сообщения в текстовом виде. Тут, в принципе, все просто. То есть текст получает, текстом отвечает. Далее он у меня способен воспринимать фото, да, то есть он транскрибирует фото, полностью его описывает, и далее эту информацию можно далее передавать куда угодно. Либо генерировать картинку на основании описания, либо просто это описание где-то сохранить, либо если это какой-то, в моем случае, допустим, если я ему присылаю фото какого-то анализа, да, то есть анализ крови, он его транскрибирует, он сразу же понимает, какому агенту этот анализ отправить, транскрибацию этого анализа, отправляет доктору. Доктор, в свою очередь, эту транскрибацию в текстовом виде получает, и на основании моих данных по здоровью он отвечает грамотно и четко на этот анализ. То есть это очень круто работает. На самом деле, обязательно я вам покажу в каком-то видео. Вообще, я планирую в этом видео разобрать, в принципе, работу моего спрута. А дальнейшие видео я хочу записывать с каждым из агентов. Из чего состоит агент, как он работает, как его можно применять. Вот, тем самым сложится полное понимание о том, каким образом мне так круто с ним живется. Да? То есть, как он круто мне помогает. Отступили немножко, да, дальше. Что он еще воспринимает? Он воспринимает голосовые сообщения, voice, да, то есть здесь это все видно. То есть он транскрибирует звук, переделывает в текст, соответственно, через Whisper, и в дальнейшем он отвечает на это сообщение. Опять же, мой спрут может отвечать на сообщение голосом, да, а может отвечать вот здесь вот голосом, веточка идет вот эта, а эта веточка отвечает за ответ с сообщением в аудиоформате. То есть он мне также голосовой отправляет. Если я ему скажу «ответь голосом», у него в промпте записано, что он должен прибавить к моему ответу приставочку voice. И вот в этом вот свитче, вот видите voice, в этом вот свитче у нас разделяются голосовые сообщения и текстовые. И, соответственно, если он получает voice, он записывает сообщение мне голосовое. Все просто, все работает очень классно. Так, что он еще может делать? Он может воспринимать аудио. Это MP3, MP4 и M4A. И вот именно эти форматы мне были нужны. Почему? Как-то в интернете я наткнулся на очень крутые вещи. Это такие были кулончики, если кто знает, это кулон с записью, да, то есть с постоянной записью. И в дальнейшем, когда человек носит его при себе, он записывает все разговоры этого человека, может быть, какие-то конференции, когда человек посещает, да, то есть он все время, находясь в включенном состоянии, записывает все, что происходит вокруг человека. Вот, и эта штука мне очень понравилась, да, и я подумал, вот как бы мне сделать автоматизацию такую, чтобы у меня была такая возможность, то есть транскрибировать, записывать какую-то аудио там, встречу, либо просто какие-то свои делать конспекты, и в дальнейшем, чтобы он, так скажем, их транскрибировал и хранил где-то, либо обрабатывал. Эта идея как бы мне зашла, но эти устройства, они не дешевые, да, то есть вот я вот здесь вот прикреплю, посмотрите, да, то есть как они выглядят, кто не знает. Вот, то есть они не дешевые, постоянной записи мне не нужно. Я задался целью сделать такую автоматизацию, которая будет способна транскрибировать не только сообщения, да, голосовые, но могла транскрибировать сообщения с какого-либо диктофона.
Вот, то есть диктофоны, которые способны записывать долго, да, то есть сторонние приложения, либо диктофоны на айфоне. Вот, и мне нужно было сделать так, чтобы мой спрут, опять же, чтобы в одно окно, да, то есть работать, способен был эту транскрибацию сохранять. Далее, ведь она сохраняется у нас в базе Supabase в векторном виде. Опять же, по ней возможен и поиск, и какую-то обработку делать, и доставать все, что угодно. Соответственно, я сделал такую вещь. У меня есть возможность отправлять ему аудио в этих форматах, и он скачивает этот файл, транскрибирует и делает какой-то summary встречи какой-то, да, или еще чего-то. Ну и в дальнейшем, далее по нодам он идет и сохраняет это все в Google таблицу. То есть уже оригинал. Что еще интересного? Так как он у меня воспринимает голосовые сообщения, да, которые мы в Telegram отправляем, я сделал так, чтобы если вдруг сообщение размером больше 500 килобайт, вот, а это примерно около 2,5 минут, он также автоматически уходил, да, вот здесь вот эта веточка видна, он также автоматически уходил вот в эту верхнюю ветку с транскрибацией и с обработкой сообщения, и также сохранял в оригинальном виде в Google таблице. Все очень круто работает, проверял неоднократно. Вот, то есть это что касается звука и аудио. Также есть возможность принимать файлы. Ну, файлы в основном он кушает PDF, вот, также он обрабатывается, он понимает, что в этом файле есть, также дает сигнал с модельки в голову самого спрута, и я получаю кратко, о чем этот документ, да, информацию, и далее этот документ сохраняется мне на Google диске. Вот такие у нас сообщения может принимать мой ассистент. В принципе, пока я не придумал еще, да, что можно ему присылать. Думаю, что добавится какая-нибудь работа со ссылками. Может быть, это будут ссылки на транскрибацию видео с YouTube. Хотя вот применять буду я ее или нет, я думаю, что не буду. Мне проще, допустим, в ноутбук LM скинуть и там его транскрибировать, чем там обработать, чем у меня здесь вот в Telegram. Вот, поэтому пока что ничего полезного, так скажем, я еще не придумал. Но то, что есть сейчас, да, то есть все вот эти входные данные, которые я присылаю моему ассистенту, это прям работает круто, и этим я пользуюсь на повседневной основе. В основном, на самом деле, я пользуюсь голосовыми сообщениями, да, то есть мне проще, чем печатать, я всегда ему присылаю что-то голосом. Он это очень, в принципе, быстро обрабатывает, и я не трачу на это ни время, ни руки, так скажем, у меня свободные, да, то есть это очень удобно. То есть имейте в виду, что лучше всего настраивать и такой прием, и транскрибировать, так будет проще. Вот. И так можно больше и быстрее наговорить. То есть бывало такое, что я просто, допустим, в машине еду, и мне что-то в голову приходило, да, то есть и я просто ему наговариваю это все голосовым сообщением. Вот. Либо на диктофон, да, если ты понимаешь, что есть что-то длинное, будешь говорить, да, то есть я в основном тогда пользуюсь уже диктофоном, какие-то идеи ему наговариваю, и далее уже отправляю ему файлом в MP3, и он, соответственно, кушает его и транскрибирует. И полную информацию о том, что я наговорил в красивом виде, он мне уже в тексте выкладывает. Ну и заодно и грузит ее, да, грузит ее в векторную базу, и он воспринимает это все и хранит до того, как я, допустим, его не спрошу, а что же мы все-таки обсуждали с тобой, допустим, там, ну, давайте вот так мы и спросим. Вот здесь как раз сделаем пример. Запросим у него вот такое простое задание. Расскажи, пожалуйста, о чем мы с тобой обсуждали, о чем беседовали 14 июня. Вот, записали, и давайте проведем тест. Включаем тест workflow, смотрим. Нажали. Вот, то есть, вот, смотрите, пошла работа. Вот он здесь транскрибирует мой
голосовое сообщение, подключает мозги, он зашел уже вот сюда в документ. В документе вот здесь вот он вытащил информацию о том, о чем мы с ним разговаривали. И вот, пожалуйста, 14 июня 2025 года мы обсуждали следующие ключевые темы, вопросы. Подготовка кратко структурированной summary по руководству, практически руководство по созданию агентов. Анализ твоей личности и психологического портрета, тра-та-та. Обсуждали память диалогов и пользы персонализации для повышения эффективности взаимодействия. Информация о том, что Sprut мультиагентный интеллектуальный оркестратор с командой специализированных агентов. Вот о том, что я как раз вам в видео говорил, мы с ним как раз это и обсуждали. То есть я, в принципе, ему задавал вопросы. Он проводил самодиагностику и рассказывал мне, почему он такой крутой и как он общается со всеми агентами, каким образом. Вот. Также технические детали о проблемах и решениях по работе с Telegram-триггерами, автоматизационных сценариях и так далее. То есть здесь он мне выдает то, о чем мы с ним когда-то пообщались. Да? То есть в данном случае я попросил у него информацию о 14 июня. Давайте сейчас проверим, как работает наш Sprut. Запишем для него сообщение, и пусть он ответит мне голосом. Ответь, пожалуйста, голосом, как ты работаешь с векторной базой инструкция и для чего тебе она нужна. Так, смотрите, вот мы отправляем ему сообщение, нажимаем Task for Flow. Вот, пошло, да, то есть пошла транскрибация, здесь техническое сообщение было и сразу же удалилось о том, что обработка пошла голоса. Вот он подключает мозги, зашел в инструкцию для того, чтобы понять, как нам ответить, да, и сейчас он пошел в верхнюю ветку для того, чтобы записать нам сообщение, и вот оно у нас вышло. Давайте послушаем. Я работаю с векторной базой инструкция следующим образом. Перед обработкой любого запроса я сначала делаю семантический поиск в этой базе, чтобы получить актуальные правила и требования по работе. Это позволяет мне точно соблюдать все твои инструкции и адаптировать ответы согласно твоим пожеланиям. Затем, если нужно, обращаюсь к базе Document. Там хранится память наших диалогов и персональный контекст, чтобы выдавать релевантные информированные ответы. Важная особенность. Информация из базы не выводится напрямую, а используется для построения ответа. Для поиска по дате я фильтрую записи по метаданным и выполняю семантический анализ внутри отобранных данных. Если хочешь, могу подробнее объяснить или привести примеры. Понятно? Я думаю, что он рассказал лучше меня, да, то есть как он общается с мной, с помощью каких баз и каким образом он получает инструкцию. Вот. Опять же, если мы ему отправим, допустим, какую-нибудь фотографию, да, то есть я сделаю с телефона, мне так проще, у меня на телефоне есть фотографии, там нет. Ну вот, допустим, вот такую фотографию мы ему отправим, да, где у меня ребенок что-то там делает. И опять же, нажимаем, давайте сделаем виднее, нажимаем тест. Вот, работа с изображением, да, видите здесь. Транскрибация, смотрит, что на изображении, подключает мозг. И, пожалуйста, то есть, что он нам выдает, да, то есть он выдает нам описание. Вот, и если нам по этому описанию необходимо сделать, допустим, какую-то картинку, мы можем ему сказать об этом и, допустим, ну давайте так. Сделай, пожалуйста, по данному описанию изображение только в стиле комикса. Вот. И нажимаем Test Workflow. То есть сейчас что? Обрабатывается запись. Да, вот она обработалась, опять же стерлась, чтобы не занимать у нас. Вот. Так, вот генерирую изображение во Flux. Вот он сейчас во Flux генерирует картинку, которую я сказал. Ну вот она, изображение в стиле комикс. Ну, не комикс, да, то есть Flux все-таки не делает конкретно комикс, да, то есть он сделал вот такую картинку. Ну, неплохо. Вот, что еще?
Ну, допустим, давайте разберем тему. Наверное, это будет кому-то тоже полезно. У меня есть, как пример, ну, давайте агент-кинолог. Да? У меня есть агент-кинолог, и у меня есть собака. Да? Зовут ее Буся. Мой ассистент и агент знают об этом, поэтому я могу задать ему вот такой, допустим, вопрос. Дай, пожалуйста, всю информацию по моей собаке Бусе и напиши, пожалуйста, мне, когда мне нужно делать ей очередную вакцинацию. Ну, допустим, такой, да, запрос. У кого есть собаки, тот меня поймет, что это очень полезно. Вот пошла транскрибация, сейчас он вызовет агента. Вот, кинолог готовит ответ, да, то есть он пошел к кинологу. У кинолога вся информация о собаке, опять же, загружена. Он знает все, он знает, когда вакцинировалась она последний раз. Он знает даже номер чипа. То есть, если собака потеряется, я всегда могу своему ассистенту написать. Он мне выдаст номер чипа, по которому впоследствии можно будет ее найти. А вот смотрите, работает с календарем. Так, информация по вашей собаке, порода West Highland White Terrier, самка, дата рождения, стерилизована, прогулки, вот, пожалуйста, обработана от блох, последняя вакцинация 20 декабря 2024 года. Следующая вакцинация 20 декабря 2025 года. Напоминание о следующей вакцинации добавлено в ваш календарь на 20 декабря 2025 года в 12:00. И он сразу же нам добавил даже информацию в календарь, чтобы мы это дело не пропустили. Вот, пожалуйста, вакцинация собаки Буси с 12:00, 12:30. Я уже записывал, видимо, специально эту вакцинацию ранее, но он продублировал. Надо, кстати, добавить в промпт тогда, чтобы он в календарь по семантике посмотрел, чтобы не дублировал записи. Но, тем не менее, да, если записи не было, он бы еще и добавил запись в календарь. Вот. Что касается работы с вот, агентами, да, то есть ассистент отработал, взял информацию агента, передал ее мне. Круто. Я думаю, что да, то есть вот в чем и полезность, да, то есть заключается именно вот такого ассистента, который, во-первых, мультиагентный, во-вторых, обладает своей памятью, и, в-третьих, персонализированный. Вот, то есть он знает все обо мне, о собаке и так далее. Вот, что еще вам показать? Как мне еще? Ну, допустим, да, давайте попробуем загрузить договор, да, допустим, в PDF, чтобы понять, что он умеет, значит, у нас работать с файлами. Вот есть договор. Матери подготавливал для покупки земли. Вот. И мы нажимаем Test for Flow. Вот так нажали и смотрим, да. Вот наш договорчик. Обрабатываю файл, пишет мне, да, пошел обрабатывать его. Вот здесь вот как раз считывается, значит, информация LLM-кой для того, чтобы подготовить информацию, о чем вообще этот файл. Вот он долго думает, читает эту PDF-ку. Так, все, она пошла в наш спрут. Пошел, значит, наверное, посоветоваться с агентом Кайзен он пошел о чем-то. Так, подключается опять мозг. Во, пожалуйста, да, так, для договора с этим шаблоном, договором купли-продажи, земли и актом приема передачи нужно использовать инструменты для заполнения структурированных, таких как рекорд. Так, можно также подготовить список необходимых. Так, да, он пустой, там не заполненный. Да, то есть вот смотрите, да, он его, значит, прочитал, что это договор купли-продажи земли. Вот, там ничего, никаких данных нет, поэтому вопросы задавать, наверное, смысла нет, это типовой договор. Вот, и тут же он, смотрите, сохранил его на Google Drive, да, то есть вот скинул мне на диск. Вот, то есть если открыть Google Drive, документы, вот он, договор в PDF сохранил сегодня в 21:58. Вот, то есть вот так отрабатывает автоматизация. Вот, данный пункт разобрали, давайте дальше. Так, следующий пункт, который хотел бы выделить, это возможность спрута работать как конструктор, да, то есть я могу в него всегда
добавить необходимый инструмент, либо необходимый там агент. Вот нужен мне какой-нибудь там агент садовод, да, то есть я сюда дополнительного агента создаю, да, создаю для него workflow отдельно, делаю промпт, делаю базу знаний, базу данных, где он будет сохранять сообщения со мной и так далее, чтобы контекст общения знать. И, в принципе-то, и все. То есть там пару часов, и какой-нибудь такой простенький, так скажем, агент, он будет готов. Понятно, что с каждым агентом это многочасовые тесты у меня проводятся, потому что не всегда все сразу работает так, как мне нужно. Соответственно, поэтому я и 3 месяца и делаю, да, вот эту автоматизацию, потому что это не просто так сделал и как бы для интернета, да, как все делают для Ютуба. Вот, вот смотрите, как здорово там она пошла, там типа, вот смотрите, я все автоматизировал, смотрите, как здорово все работает. А по факту хрень полная, да, то есть у меня реально он работает, он мне реально отвечает, каждый агент то, что мне нужно, то есть по делу, так скажем, с необходимым контекстом. Вот, и это очень долго тестируется и проверяется. Вот, и вот хочу дать совет как раз в этом плане. Как раз и следующий пункт у меня – это инструкция, которая должна работать помимо промпта. Что это значит? Как раз здесь этот вопрос и поднимем. Для того, чтобы все очень круто работало, у самого спрута, да, у самого ассистента, промпт не должен быть большой. Вот. Промпт у него должен быть, ну вот как вот здесь, да, ну буквально там 1 страничка. Все. Основное все, да, то есть вся основная информация, опять же, у каждого из агентов есть свой промпт, да, то есть он получает только лишь запрос. То есть у самого спрута роль оркестратора, да, то есть понятное дело, что есть у него какие-то свои вещи, там, как он должен со мной общаться, каким тоном, кто он, там, роль его, да, то есть информация о времени, о точном, чтобы он все знал, каким образом по времени он должен передавать, допустим, там, в календарь информацию, в почту. То есть, как он должен обращаться с любым инструментом и как подавать эту информацию любому инструменту и любому агенту. Это основное, что должно быть в промпте у оркестратора. Да? Оркестратор — это как раз ассистент мой спрут. Вот. Вся иная информация конкретно о работе агента, либо о работе какого-то инструмента, потому что инструмент также у нас работает с помощью агентов, к которым также подключен OpenAI, в моем случае LLM-ка, и в нем также есть промпт. То есть все инструкции любого ассистента и инструмента свои. Более того, проверено опытом, чем больше промпт, тем больше проблем. Да? То есть если расписать очень качественный промпт, сделать очень крутые в нем инструкции, они, возможно, все равно не будут соблюдены, потому что большой контекст, он теряется. И в основном у основного агента в его, так скажем, внимание попадает только начало и конец. Соответственно, из середины он может просто выплюнуть всю информацию или даже сгаллюцинировать. Соответственно, для того, чтобы он воспринимал все мои хотелки, я сделал так, чтобы у моего ассистента появилась вот такая база данных, называется она инструкция. Как это работает? Здесь самое интересное. Если я замечу какую-то работу, которая меня не устраивает в моем ассистенте, я ему напишу или либо голосом зачитаю сообщение, где первым словом будет стоять в моем сообщении слово «запомни». Когда я говорю «запомни» и даю ему какую-то информацию, он эту информацию сразу же записывает себе в отдельную базу. Вот здесь она отдельная, да, то есть если мы поднимем, вот инструкция, да, вот. И здесь вот видите, у меня есть, допустим, «запомни». Что я им говорю? Запомни, если при обработке запроса происходит ошибка инструмента, назови инструмент, верни ошибку, предложи повторить или пройти
авторизацию. То есть, что это такое? В промпте, в основном агенте, очень четко дана инструкция, чтобы он заходил именно в эту базу перед тем, как давать мне ответ. То есть, помимо своего промпта, да, то есть, который небольшой, он заходит в эту базу и берет из нее всю информацию, связанную с конкретным агентом, допустим, которому я хочу отправить эту информацию, либо с конкретным действием, по которой я уже ему сказал, чтобы он запомнил определенную информацию, определенные шаги, чтобы сделал, да? И, соответственно, эта информация уходит к нему в контекст, и он пользуется именно этой конкретной информацией, а не всей портянкой, если бы это все было записано к нему в основной промпт. Вот, то есть это очень круто работает, и здесь что еще происходит? Если мне что-то не нравится в его работе, я также пишу ему: запомни, общайся со мной так-то, так-то, да, то есть либо более вежливо, либо давай более дружески будешь вести со мной диалог. И он также запоминает это все в своей базе инструкция, и при подготовке ответа он изначально идет в нее и смотрит, как себя вести со мной. Кстати, сейчас, пока тестировал, еще заметил, что когда мы запрашивали информацию по собаке, у меня дополнительно сообщение зачем-то, да, ушло, что-то у него там глюкнуло, да, и он сообщение отправил мне в Telegram в Sprout Hub. Вот, что меня не устраивает, то есть он, не сказав мне, отправил это сообщение о моей собаке на дополнительный Telegram аккаунт, да, мне. Вот, вот как раз сейчас я и покажу, каким образом я заношу информацию для того, чтобы он больше такого не делал. А именно, мы сейчас сделаем запись как раз вот сюда, вот в базу инструкция, в которую он заходит постоянно при каждом ответе, беря оттуда всю необходимую информацию о том, как, с каким инструментом необходимо работать, и что ему можно делать, а что ему делать нельзя. Вот, для этого у меня опять же есть кодовое слово «запомни», которое я должен произнести перед тем, как ему что-то сказать для записи в эту векторную базу. Ну и потом текст, соответственно, того, что он должен запомнить. Давайте так и сделаем. Запомни, не посылай и не присылай сообщения никогда в Telegram Sprout Hub и Алена, если я этого тебя не попрошу. Вот, допустим, так, да? Ну вот пошло мое сообщение, и тут же оно было добавлено в инструкцию. Да? Вот смотрите, вот оно транскрибировалось здесь. И дойдя до ветки, сейчас покажу, вот сюда, до свитча, вот он здесь запомни, да, вот видите, запомни. Он определил, что в этой моей фразе есть слово «запомни». И не заходя в сам агент, в сам Sprout, он его отправил отдельной веткой вот сюда вот сразу же в векторную базу инструкция. То есть здесь запись идет в векторную базу инструкция, здесь он ее читает, вот эту векторную базу инструкция. Все просто. Вот. А сюда, соответственно, записывается просто все наши диалоги с ним на выходе. То есть это очень круто работает, это очень разгружает, в принципе, всю систему. Но, как и в начале видео я говорил, что я пользуюсь 4.1 mini, и почему я пользуюсь именно ей. Даже имея вот такую отдельную базу, инструкция, даже с таким небольшим основным промптом ассистента, нужен очень большой контекст. Все равно нужен большой контекст, потому что взаимодействие со мной происходит давно. Он также может залезть в базу документ для того, чтобы посмотреть какие-то диалоги, да, со мной, чтобы ответить мне более, так скажем, качественно. Он должен иметь в контексте ответ какого-либо агента, да, а ответ агента также может быть немаленький. Вот, соответственно,
именно GPT-4.1, она обладает самым большим контекстом сейчас среди всех LLM-ок, которые находятся в NA10. То есть только она способна обрабатывать все то, что мне необходимо для работы, для качественных ответов. На самом деле я пытался и пробовал очень много других LLM-ок, в том числе все OpenAI-овские, да, то есть все GPT-шные LLM-ки. Ни одна не работает так, как работает 4.1. 4.1 это самая стабильная версия, которая работает с большим контекстом. Все остальное туфта. То есть все остальное просто не работает. Может быть, они отвечают там круто. Вот, допустим, в некоторых модельках у меня в агентах стоит там рассуждающая трио, допустим, да, моделька. Либо 4.1 без мини, да, то есть которая чуть лучше, у нее больше, так скажем, больше мозг, так скажем. Вот. Но, опять же, основной ассистент не тянет. То есть он тянет только с 4.1 мини, обладающая большим контекстом. Только она способна вытащить работу моего вот этого ассистента. Но, тем не менее, он не отвечает тупо. Вот можно здесь как раз посмотреть, да, вот это 14 июня. Он за секунды обработал всю базу, вытащил информацию и мне ответил, в принципе, понятно и структурированно. Вот. То есть такие дела, да, то есть на это тоже нужно обращать внимание. Поэтому я и говорю, что мало сделать какую-то автоматизацию, да, то есть сделать ее можно легко. Особенно, когда ты ее не делаешь, а, допустим, берешь у кого-то, да, то есть ее вставляешь у себя, импортируешь, и подключаешь все ключи, и типа все работает, все круто. Ни хрена. Если вы будете именно пользоваться, а не делать эти автоматизации, чтобы снять там видосик какой-нибудь, либо быстренько ее кому-то втюхать, эту автоматизацию, чтобы она, опять же, у клиента потом криво работала. То есть без тестирования ни хрена не работает. Вот, что я еще хочу сказать. Вот как раз много времени я уделил тестированию, много у меня выпадало разнообразных ошибок и так далее. У данного ассистента есть возможность фиксировать эти ошибки. То есть у него, если какая-то ошибка происходит, у него есть специальный дополнительный тут агент, вот он, Error Sprout. Что он делает? Когда ошибка происходит в самом ассистенте, она переходит вот сюда у нас, да, то есть в эту небольшую автоматизацию, обрабатывается, и в Google таблице мне приходит, сейчас я вам покажу, мне приходит вот сюда, Error Sprout, вот. Здесь у нас, когда эта ошибка произошла, в каком узле и пути его решения, да, то есть вот здесь показано, типа, рекомендация для исправления. То есть удобно, ну, безусловно, да, то есть я всегда получаю еще дополнительно сообщения, да, вот здесь в Telegram мне еще и сообщение отправит, в определенный бот, у меня специальный бот есть для ошибок, он еще туда мне просигнализирует, что у нас там в спруте произошла ошибка. Вот. Еще очень крутая вещь, которую я вот сделал буквально недавно, это оповещение и сбор. Что это такое? Это вот такая небольшая автоматизация. Что она позволяет делать? Все знают, что в основном, не в основном, а так оно и есть, Telegram-бот работает тогда, когда ему напишешь. Да? Ты ему пишешь, он тебе отвечает. С помощью вот этого вот узла у меня мой спрут теперь может писать мне первым. Каким образом это происходит? Вот такой вот есть триггер, который срабатывает по времени. Данный триггер что делает? Вот он в 8 утра и в 9 вечера вот, отправляет мне сообщение. То есть в 8 утра он заходит в календарь, берет из календаря всю информацию, которая у меня там есть,
и отправляет мне эту информацию, ну, допустим, вот так, у меня нет сейчас информации, а мы сейчас в календарь добавим, да? Вот смотрите, сколько сейчас время, 21-28. Создай, пожалуйста, в календаре на сегодня, на 22 часа ровно событие, проверить ассистента Sprout на наличие ошибок. Ну, допустим, так. Вот, каждая, как видели, здесь всплыла и тут же исчезла, да, то есть каждое действие у меня сопровождается каким-то техническим сообщением. Это очень полезно, когда вот создалось событие, да. Это очень полезно, когда вы, значит, общаетесь со Спрутом, он передает задачу, допустим, какому-то агенту, и когда этот агент начинает, в свою очередь, работу, мне приходит вот это сообщение, чтобы я понимал, что у нас все нормально. Вот. Сегодня прошли следующие события. Были ли они выполнены? Вот, то есть сейчас как раз время, когда мне должно прийти это сообщение вечернее, да, то есть вот оно здесь вот как раз и приходит. Вот оно сейчас мне пришло. Сейчас у меня как раз время, когда это сообщение приходит. Вот, если бы это было утро, да, то есть смотрите, бац, вот он также сейчас заходит, вот сейчас сюда берет это сообщение, вот, и утром мне в 8 утра приходит вот такое сообщение от моего агента, что на сегодня событие на 16 июня, проверить ассистента Sprout на наличие ошибок с 22 до 23 часов. Вечером, соответственно, как сейчас, да, то есть вечером я получаю вот это сообщение. То есть он опять же заходит в календарь, смотрит, какие сообщения есть, и отправляет мне, вот, сегодня у вас было следующее событие, проверьте ассистента Sprout на наличие ошибок. Удалось ли выполнить задачу? Вот я ему пишу, да, удалось. Я там проверил, ну, пишу, говорю точнее, да, то есть вот это все проверил, все работает, все прекрасно. И он автоматически мне всю мою переписку сохраняет в базе Supabase, векторной базе, и опять же он фиксирует все мои выполненные задачи. Вот, далее эти выполненные задачи можно, допустим, каким-то образом анализировать, либо невыполненные задачи как-то можно анализировать, отправлять агенту Kaizen, в свою очередь, который эти задачи разбирает, и, соответственно, получать какой-то вывод, да, вывод о том, что можно улучшить для того, чтобы эти задачи, допустим, были выполнены в следующий раз, да, то есть, ну, короче, это постоянное какое-то улучшательство происходит. Вот, смотрите. А если эта задача, давайте мы в календаре эту задачу, которая у нас была, изменим на время в 21, вот сейчас 21:34, пусть это будет 21:36. Где она? Вот, я даже не умею пользоваться календарем, потому что я в основном всегда это все делаю через своего ассистента. Через Спрута. Вот, все. 21:36. Что произойдет? Вот эта веточка нижняя, она отвечает как раз за те сообщения, за те события, точнее, которые вот-вот должны произойти. То есть в 22:36 у меня пойдет автоматизация по этой ветке. Он возьмет информацию, то есть это уже другой триггер, это календарь триггер, да, то есть о событии, да, то есть он здесь получает, вот, event started, то есть когда событие стартует, грубо говоря, начинается, он получает это сообщение, то есть чтобы я получил напоминание, так скажем, от Спрута, что сейчас произойдет какое-то событие, которое нужно сделать, какую-то задачу выполнить. Но он не только отправляет мне эту задачу, да, он сейчас еще и зайдет в агента Kaizen, а Kaizen отвечает как раз у меня за постановки каких-то целей, да, то есть Kaizen это, в принципе, крутая такая японская система, которая, ну, через Kanban, да, ставит задачи и улучшает тебя каждый день на 1%. То есть он делает так, что каждая задача, они, так скажем, декомпозируются, то есть на несколько легких задач, да, и с помощью канбана, с помощью определенных там манипуляций и постановок этих задач, они решаются очень просто, и человек, так скажем, не прокрастинирует, не получает каких-то
психологических там травм и так далее от нерешенных задач. То есть это очень круто работает. Вот сейчас 36 минут, у меня здесь автоматизация включена, и вот видите, вот, Kaizen готовит ответ. То есть сейчас Kaizen получил информацию из моего календаря о том, что в 21:36 начинается какая-то задача, а конкретно проверить ассистента Sprout на наличие ошибок. И этот Kaizen-агент, исходя из моей миссии, да, то есть у меня есть миссия, исходя из этих миссий, соответственно, строятся какие-то цели и задачи основные. И для того, чтобы эти цели и задачи выполнить, нужно все маленькие задачи также, грубо говоря, привести к данной, так скажем, миссии. Ну, короче, есть, об этом я расскажу чуть позже, когда буду записывать видео про агента Kaizen. Вот, то есть он мне для того, чтобы выполнить определенную задачу, дает всегда советы, исходя из своих основных задач. То есть проверка ассистента должна служить твоей миссии. Вот он мне так и пишет. Да? Объединять технологии с ценностями семьи, здоровья и развития, делать процесс внимательным и аккуратным, выявив ошибки, чтобы улучшить качество взаимодействия, сохранить гармонию. Подход к задаче по принципу Kaizen, небольшие шаги, регулярное улучшение, связь с конечной пользой, планирую процесс так-то, так-то и так далее. То есть он мне дает совет для того, чтобы выполнить вот такую какую-то задачу. Ну, понятное дело, что у меня задачи там стоят не такие простые, допустим, да, а как-то расписаны они, да, то есть контекст этой задачи больше, соответственно, данных больше, и Kaizen лучше отвечает для того, чтобы эта задача круто решилась по методу Kaizen. Вот, ну, это я вас загрузил немножко, там я чуть позже запишу более понятное длинное видео о том, как вообще этот агент работает. Ну, агентов у меня много, как я уже сказал, да, то есть и про каждого обязательно будет какое-то видео. Вот, то есть, не знаю, понятным ли языком я объяснил, понятно ли, как это все работает. Ах, да, еще, не знаю, говорил я или нет, если проанализировать какую-то информацию, да, которую мы, допустим, обсуждали с коллективом, вот, допустим, у нас состоялся какой-то созвон. Я этот созвон сохранил, записал на диктофон в MP3. Я этот файл закидываю в своему ассистенту Спруту, он его транскрибирует, делает summary, и я получаю какое-то количество данных. Если это связано с работой, он транскрибирует по ролям, да, то есть, допустим, кто-то там участвовал, вот Алена участвовала, допустим, и Sprout Hub это, допустим, какой-то другой работник, да, либо Sprout Hub это может быть какое-то объединение, какая-то группа, где все получают это сообщение, да, вот, я могу ему сказать, ну, допустим, на примере вот этого ответа, да, отправь, пожалуйста, этот совет в Sprout Hub и Алене в Telegram. Вот, и пошло, да, то есть вот он пошел, транскрибировал, пошел в мозги, получил, и здесь вот смотрите. Вот, видите, зелененький. Он отправил в Sprout Hub и отправил Алене. И написал, я отправил сообщение, проверьте ассистенту Sprout на наличие ошибок, Алене в Telegram и в Sprout Hub, да? Видно, не видно? Вот у меня сообщение пришло в Sprout Hub. И Алене мне пришло на другой контакт. Вот Sprout Hub, если открыть. Ну вот это сообщение вот сюда от Sprout и пришло, да? Вот, как-то так. То есть все работает. Все приносит пользу, вот, все очень хорошо у меня здесь сейчас настроено, вот, и я думаю, что я буду реально добавлять все необходимое в свой конструктор и улучшать работу Спрута. Не знаю, до какого состояния она дойдет, уже такой он увесистый получается, но пока меня все устраивает. Очень жду каких-нибудь новых LLM-ок, которые будут выпускать, значит, с большим контекстом для того, чтобы проверять работу новых LLM-ок
их возможность на своем ассистенте. Пока ничего, кроме 4.1 mini, я уже сказал, не подходит. Да, еще немножко включился. Когда я записывал видео, я почему-то, видимо, когда готовил Спрута, я случайно удалил еще одного агента. Сейчас мы его я вам его покажу. Это агент Автомеханик. Агент Автомеханик, он, значит, сейчас мы на него перейдем. Тоже полезный агент. Я же говорил, что у меня в моей автоматизации только полезные вещи. То есть, что тут происходит? Тут отдельный агент, который все знает о автомобилях. А конкретно о моем автомобиле. У него промпт, достаточно такой увесистый, что он должен уметь и знать. И у него есть информация, пожалуйста. В таблице есть информация, и есть информация в векторной базе. И там, и там. В таблице почему эта информация я храню? Потому что туда проще. Вот у меня есть авто, да? Вот здесь вот авто как раз... По авто вся информация у меня здесь как раз и есть. Что где менялось и так далее. Почему именно в таблице? Да потому что заносить ее проще, чем в векторную базу, да, то есть я прямо с телефона, допустим, какой-то сделал по машине ТОшечку, либо там масло поменял, я, чтобы не заполнять там, не конвертировать эту информацию в PDF, там, не засовывать ее в векторную базу, я просто с телефона захожу в файлик, и сюда могу ее, допустим, вписать, да, что мы там поменял колодки, еще что-то. И, соответственно, мой ассистент, общаясь с автомехаником, уже будут иметь в контексте, что у меня там заменено недавно было масло и колодки. И по аналогии там с собакой, когда мне нужно сделать ей прививку, то же самое работает с машиной. То есть мне там через год нужно снова поменять масло там, и колодки, допустим. Как-то так это и работает. Вот. Надеюсь, что вам было это полезно. Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Можете в комментарии писать. Я обязательно буду отвечать. Заходите в телеграм-канал. Я, наверное, там тоже начну, наконец, что-то выкладывать. Обязательно подписывайтесь для того, чтобы узнать, как работают мои агенты моего этого ассистента Спрута.